Приглашаю вас в Стамбул за 3 дня. Покажу вам не только наше первое впечатление от города, что нас удивило и повергло в шок, но и сходим в мечети, мавзолеи, на базар, прокатимся по Босфору, погуляем по известной площади Султан Ахмед и посмотрим различные достопримечательности. Мы пришли с Владом на площади Султан Ахмед к мечети Айя София. Вот она такая большая. Вход сюда платный, 25 евро с человека, до 8 лет ребенку бесплатно в сопровождении с взрослым. 25 евро. Заходить мы туда не будем. Почему? Потому что напротив есть голубая мечеть, которая бесплатная, вход бесплатный. Вот в той части площади. Поэтому пойдем туда. Посмотрели на Айю Софию, я думаю, внутри они примерно будут одинаковые. Пойдем. Если вы еще никогда не были в Стамбуле, но хотели бы сюда приехать, я вам советую остановиться возле площади Султан Ахмед, так как здесь сосредоточены знаковые достопримечательности, такие как мечеть Айя София, Голубая мечеть, цистерна Базилика, дворец Топкапы, бывший ипподром и в пешей доступности многое другое. Непалевно снимаю невесту на фоне Влада. А там свадьба. Нашли свадьбу. Красиво. Ну что, пошли к голубой мечети. Мы все еще не дойдем до нее. А мы все ближе и ближе подходим к мечети. Здесь перед мечетью голубой. Вот такой проход с аркой. Голубая мечеть, так чаще всего ее называют. На самом деле называется мечеть Султана Ахмеда, построена по его приказу в период 1609-1615 года. Очень красивая, пойдемте посмотрим. Вход в мечеть бесплатный с 8:30 до 5 это в зимнее время и летом до 7 вечера. Вот здесь правила входа, как нельзя быть одетым и как можно. Пойдемте. Голубая мечеть – это единственная мечеть в Стамбуле с 6 минаретами, что в свое время считалось признаком большого статуса и вызвало даже небольшой скандал, так как у мечети Аль-Харама в Мекке тогда тоже было 6 минаретов. Короче, сфотографироваться и сделать красивые кадры здесь у нас точно не получится. Это какой-то капец. Здесь столько людей. Просто. Вот просто. Здесь вот внутри такой выглядит как колодец, да? Я хотела с ним сфоткаться, но здесь куча людей. Коротко о очереди в голубую мечеть. Но очередь двигается быстро, в принципе. Здесь выдают платки. Вот написано пункт выдачи платков и накидок. Так что дают платки, не знаю, платно, бесплатно, сейчас узнаем. Здесь платки выдают все-таки бесплатно. Thank you. Бесплатно выдают платочки. При выходе верните, написано на платке, чтобы не забыли. Красивая я? Мусульманская женщина, да. Так, микрофон, главное, чтобы слышно было. Ну, платки чистые, кстати. Здесь надо разуваться при входе. И потом свои ботиночки несем. И будем оставлять при входе там. Вот здесь при входе такая полка, оставляется обувь. И дальше посмотрите на эту красоту.
Внутри мечети огромный купол высотой 43 метра, украшенный изящной арабской каллиграфией и витражами, пропускающими мягкий свет. Свое название голубая мечеть получила из-за изразцов синего и голубого цвета, которые украшают внутренние стены. Их более 20 тысяч керамических плиток. Это часть зала для туристов в голубой мечети, а это часть зала для верующих мусульман. Они сюда приходят помолиться. Вот видно, что там уже кто-то молится. Молятся вот мусульмане, идут на намаз. Наверное, намаз это правильно будет называться. Так, ботинки наши никто не забрал. Мы уже... Это мои. 2-2. Все есть. Это какая уже третья пара, да? Все. Нельзя здесь обуваться, Влад. Ты уже тут хотел? Нельзя. Выходим. Но мы с Владом, вот сегодня второй день у нас. Мы ищем, куда пойти покушать. И вот эти подъемы, спуски, подъемы, спуски, подъемы, спуски. Можно так накачать пятую точку себе очень хорошо. И даже в тренажерку можно не ходить. Я скажу, отдыхать не работать. Так что можно ходить, веселиться. Это вот это вот дома загруз, нужно там решать, то решать. Но за детей. ноги все равно гудят, да? Да, а здесь ты ходишь, просто твоя задача найти, какой тебе там ресторан больше понравится или какое-то место посетить. Ну, это же такое, как бы, это же в радость. Да. Поэтому, ну, в общем... Но ноги гудят. У нас пальцы обмотаны лейкопластырями, потому что просто отекают ноги, начинают натирать обувь. Но это приятная усталость. Мы вечером приходим домой, просто валимся с ног. Еще какой-то... Хорошо, что взяли планшет, кстати, с собой. На планшете вечером фильм включаем. Потому что у нас есть телевизор здесь, но мы его даже не включаем. Ну, потому что там явно будут турецкие какие-то каналы. Вот. Так что еще завтра день мне очень нравится. Вот сегодня второй день, и я прям мне очень нравится. Показываю, насколько здесь много отелей. Отель. Рядом, смотрите. Отель. Отель. Вот еще один отель. Вот опять отель. Везде отели. Да, тоже отель. Вот коричневый, это наш отель. Напротив тоже отель. Здесь тоже слева отель. Дальше отель, отель, отель. Здесь магазинов таких как-то или жилых квартир, где живут турки. Ну, как бы здесь, в этой исторической части, мы не встречаем. На каждом углу в Стамбуле можно встретить кошек. Местные считают, что кошки – это благословенные животные, приносящие уют и покой. Их кормят, вакцинируют, все они чипированные, поэтому они не считаются бездомными. Коротко о дорогах. Люди, машины, все на кучу. Просто. Тут такси пытаются разъехаться. Тоже мотоциклы. И ему тоже сюда надо. Как бы ничего удивительного. Капец.
Чтобы вы понимали, мы посередине дороги стоим. И здесь, смотрите, все стоят, машины ждут, когда автобусы разъедутся. Вот такие здесь дороги. Просто. К вам задача на миллион. Скажите, пожалуйста, как можно отсюда выехать? Я не представляю. И такая картина очень часто встречается в Стамбуле. Ну, просто везде и поголовно. Вот так. Да, интересно, конечно. Сзади меня находится обелиск Константина на ипподроме, один из 3 обелисков в Стамбуле. Он был воздвигнут в X веке по приказу императора Константина VII, чтобы украсить арену. 32-метровому обелиску уже около 1100 лет. Он видел смену 3 империй – Византийской, Османской и Турецкой республики. Этот обелиск полностью сделан из камня. И когда-то он был покрыт бронзовыми плитами, но сейчас их уже сняли. Рядом можно увидеть змеиную колонну. Она была изготовлена в V веке до нашей эры, ей более 2400 лет. Изначально змеиная колонна состояла из 3 сплетенных змей, но их головы со временем утратились. Одна из них сейчас хранится в Стамбульском археологическом музее. Колонну создали греки из бронзы за 500 лет до рождения Христа. И это осознание, конечно, вызывает просто шок. Сзади меня находится 3-й обелиск. Обелиск Феодосия – это самый древний памятник на Стамбульском ипподроме. Его изготовили в Египте 3500 лет назад. Обелиск сделан из розового гранита высотой около 25 метров, но изначально было 30 метров, просто нижняя часть утрачена. Основание обелиска – это настоящий комикс, где изображен момент возведения обелиска и история и жизнь императора Феодосия I и его семьи. А сейчас отправимся в Гранд-Базар. Это один из крупнейших крытых рынков в мире и самое узнаваемое место в Стамбуле. А мы пришли в Гранд-Базар в Стамбуле, очень популярный. Посмотрите, это вход. Знаем, что здесь цены будут космические, но просто посмотреть, почувствовать вот эту атмосферу, то супер. Сначала это был небольшой торговый ряд возле дворца, но со временем он разросся в настоящий город внутри города. Сейчас это более 60 улиц и переулков под крышей, около 4000 магазинов, и каждый день сюда приходят до 400 тысяч человек. Тут можно найти турецкие ковры, украшения из золота и серебра, керамику ручной работы, кожаные изделия, пряности, сладости, чаи, антиквариаты, сувениры и много вещей ручной работы. После Гранд-Базара отправляемся в мечеть Сулеймание. Она находится недалеко, буквально в 12 минутах пешком, возле Галатского моста. Мы пришли к мечети Сулеймание. Вот она сзади. И здесь прямо сбоку мечети открывается красивейший просто вид на Босфор. Сейчас покажу вам с такой вот панорамой. Просто посмотрите, купола. Мечеть Сулеймание построена в 1550-х годах по приказу султана Сулеймана Великолепного. Главный купол мечети высотой 53 метра опирается на 4 массивные колонны, которые архитектор Синан называл слонами мечети. Заходим в мечеть. О! Красиво. Класс.
Здесь, конечно, меньше туристов. Можно пофотографироваться. Как она там? А? Жена Аладдина. Жена султана Сулеймана. Так, так. И туда назад. Ну О, да. все. Волосы не должны быть видны, да? Мы пришли в мечеть, зашли. Здесь тоже нужно разуваться. И вот здесь часть, где мусульмане уже намазы проводят. Вот. Красота. Это самая величественная и спокойная мечеть Стамбула. Она мне понравилась больше всего, без суеты и туристических толп, поэтому обязательно рекомендую вам ее посетить. На территории мечети есть мавзолей, где находятся гробницы султана Сулеймана и его жены украинки Хюррем Султан. Заходим рядом с мечетью Сулеймания. Охранник сидит, ему построили домик такой, Здесь, кормят его. да, здесь гробницы. Сейчас будем их смотреть. Посмотрите, здесь просто какие-то гробницы, не знаю, может, их каких-то там пашей. А мы пойдем смотреть именно султана Сулеймана и Хюррем Султан. На территории мечети расположено два мавзолея – мавзолей Хюррем Султан и мавзолей Сулеймана Великолепного. Снаружи, вокруг мавзолеев, расположены гробницы принцев, дочерей и членов династии, а также знатных пашей и их семей. Мы нашли список людей, которые здесь похоронены. Это настоящие гробницы. Перед мавзолеем султана Сулеймана Хюррем Султан, то есть здесь реально похоронены под этими надгробиями люди. Здесь могут быть и члены правящей семьи, и чиновники, в общем, какие-то знатные люди. Когда ты идешь и понимаешь, что здесь реально люди похоронены, конечно, чувства такие, как будто ты окунулся в эту историю, да, вот в те века, переместился. Но они все такие небольшие, ощущение такое, что люди, в принципе, были не особо высокого роста. Даже сейчас, в 21 веке в Стамбуле мы смотрим, турки, они низкие, 1,50 м, 1,60 м, ну то есть реально все низкие, мужчины и женщины. То, наверное, в те времена тоже были не особо высокие. Так, заходим. Сулейман, гробница Сулеймана. Мавзолей построен после смерти султана Сулеймана. В центре стоит саркофаг султана, окруженный деревянной решеткой. Рядом с гробницей султана покоится Мехримах Султан, это любимая дочь Сулеймана и Хюррем. Во втором мавзолее похоронена сама Хюррем Султан, ее внук Мехмед и дочь родной сестры султана Сулеймана. Все, мы посмотрели
Вот сзади меня мавзолей, где похоронен Хюррем, а вот это мавзолей, где похоронен султан Сулейман и его сыновья. С Хюррем похоронен ее сын, старший Мехмед. Я еще задалась вопросом, почему гробница Хюррем больше, чем у ее сына, хотя сын ее в 21 год умер. Почему такая маленькая гробница? А на самом деле это не связано с тем, что рост маленький был, а чем статуснее член правящей семьи был, тем больше делали больше делали размер гробницы. Поэтому у нее больше, так как ее сын на престол не успел зайти, и ему сделали такую скромную гробницу. Вот. Конечно, интересно. То есть прямо под вот этой гробницей находится саркофаг, где похоронены вот эти члены правящей семьи. Не верится, если честно, вообще. Чувство такое. А мы сейчас направляемся смотреть Галатскую башню. Идем к Галатскому мосту. Мы его видели ночью при свете огней. И сейчас опять пойдем к Галатскому мосту и перейдем на Галатскую башню. Вот. Я думала сначала прокатиться на пароходе, так как здесь можно, как общественный транспорт, у них есть такие пароходики, стоят тоже по цене, как общественный транспорт обычный, и ты переплываешь на другую сторону Стамбула. Мы сейчас на европейской находимся, а на ту сторону азиатская часть. Но мы вот вчера с Владом пешком прошлись по мосту, это занимает реально, не знаю, до 10 минут, очень быстро, поэтому не знаю, имеет ли смысл на пароходе. Наверное, пойдем пешком, посмотрим. В итоге мы так и не сходили на Галатскую башню, потому что очень устали, так как мы каждый день ходили пешком по 25 километров. Но мы зато посмотрели на ночной Галатский мост, прогулялись по набережной и насладились цветом огней. Конечно, для того, чтобы посетить все достопримечательности, нужно точно не 3 дня, а хотя бы неделя. У нас с Владом последнее утро в Стамбуле. Скоро будем выселяться и ехать в аэропорт. Купили детям, помимо сладостей, которые мы покупали, купили им еще такие подарочки. Такое. Милане купили зеркальце такое. С мечетью. Вот. Милана такое любит. Диме и Адриане. Думали Адриане купить котика, а что купить Диме. Долго-долго думали, что купить Диме. В итоге из того, что тут есть, мы ничего такого прям не нашли. Но тут брелки, магниты, стеклянные всякие такие фигуры, статуэтки. Но стеклянная не хотелось ничего брать, чтобы не разбилось. Короче, мы Адриане взяли вот котика. Котик, подушка-котик. Это символ, да, коты здесь в Стамбуле. Так что я думаю, Адриана будет в саде 100% ходить с этим котом. Диме тоже решили взять кота, только более смешного, так как он у нас такой мальчик-приколист. И Диме взяли вот такого Гарфилд. Чем-то Диму напоминает. Так что Диме, думаю, тоже будет классно. Подарочки взяли, дай бог это все нам теперь довести, потому что Влад наполнил свой рюкзак вещами и уже прям тяжелый рюкзак. Взяли сейчас прощальный кальянчик, вон он там, и попьем чай турецкий и будем идти. Я хотела себе купить вот такую кружечку турецкую, но они дорогие какие-то, а те, которые по цене адекватные, качество мне их не понравилось. Да я скажу, что и эти игрушки дорогие.
Сколько, Влад, у нас вышло за игрушка одна? Сколько стоит? 50 лир, но мы сторговались на 300. В общем, одна игрушка 350 лир. Это сколько евро? 350 лир это 7 евро. 7 евро, вот такая просто подушка. Да, она просто... Ну, она красивая, никакая, ну красивая, ну просто что не своих денег стоит. Вот. А зеркальце 200 лир, это 4 евро где-то. То есть, мне кажется, вот зеркальце, если бы стоило 350, а подушка, например, 200, то я бы еще поняла, но не наоборот. Ну ладно. Тут, мне кажется, везде такие цены, так как это сувениры, а сувениры всегда, в любом городе, в любой стране сувениры будут дорогие. Это как бы просто нужно принять и все. Ну что, последний наш завтрак в Стамбуле. Мы успели посетить большую часть мест, которые планировали, но оставили себе шанс, возможность вернуться в Стамбул снова, чтобы посмотреть на Галатскую башню, на улицу Истекляй и многие другие достопримечательности. Мы с Владом уже вышли с отеля, выдвигаемся в сторону аэропорта, а здесь прямо на площади выставка ретро-машин. Сейчас покажу вам. Смотрите. Попали мы, да? На ретро-машинки такие. Ну, мы не наехали. Люди, машины, все смешалось на кучу, да? Без камеры. Ага. Посмотри. Классно. Дальше переключают. Рычаг такой. Ну. Все фоткают, столько туристов. Посмотрите, просто толпа. Еще машины эти пытаются бедные проехать как-то. Прямо как у нас во Вроцлаве, когда был показ ретро-машин. Но народу у нас поменьше было, конечно, на выставке. Все улыбаются, все счастливые. Просто класс. Вообще. Стоят слева-справа, это не запарковывается. Да. Это вон, смотри, молния Маквин. Красиво. Все, пошли дальше. Посмотрели, пошли дальше. На улице жара. Я иду в свитере, чтобы не таскать в руках. Что, Я ты будешь заберу твою нести? кофту, да. Влад сказал, снимай свитер, я буду нести. Ну окей. Хочу показать вам количество туристов. Просто толпы, толпы. Учитывая, что это конец октября. Прямо последние числа месяца. Просто толпы. Ух! Кто не успел, тот подъехал на трамвае. Так, смотрите, просто вот так вот все и едут. Идем пешком. Мы до Галатского моста, там будем садиться на метро. А это знаешь куда? Это цистерна Базилика, нет? Да, тикет аудиогид 1700 лир. Цистерна Базилика? Да, есть такая. Но я не знаю, это она или нет. Музей это какой-то. Ага, Стамбульский музей. Археологический, наверное. Археологический музей. Археологический музей. 1500 лир и аудиогид 300 лир. 1700 можно. А если берешь вместе, да, аудио и билет 1700 лир. Музей. Ну ладно, музей нам не надо, хотя можно было бы, но у нас нет времени. В общем, повод вернуться у нас точно есть, потому что не все успели посмотреть, что хотели. Здесь, ну все, здесь на каждом шагу какие-то достопримечательности. Надо жить, чтобы что-то посмотреть. Да, ну хотя бы на неделю приехать. Конечно, 2-3 дня это мало, но мы приедем сюда обязательно еще. Еще кукурузку возьмем на прощание, да? У нас остались Жареную мы наличные. пробовали, но жареная мне не зашла лично. Жареная Я Владу совсем не понял зашла, её. да. А вареная такая вот наша. Сок мы уже брали гранатовый. У нас 200 лир просто осталось наличными, и нам надо их потратить.
тот случай, когда тебе нужно потратить деньги. И вот мы возьмем кукурузу, может быть, каштаны еще. Ну, там уже ближе к Галатскому мосту, когда дойдем. Потому что просто посмотрите на наши вот сумки, пакеты. Чтобы Сумки, вы понимали, сумки, это все куртки. личные вещи. Это Все все... мы вот так вот собираемся в самолет. Да. Просто цена на ручную кладь, не багаж. Ручная кладь, там что-то выходило 100 евро на одного человека. Да. И плюс еще сбор был, там что-то 350 злотых. Я не понял, почему он так, но без него нельзя было купить. Вот Да. там, где мы покупали билеты. Билеты обошлись дешево нам, а вот эти вот ручная кладь очень дорого. Поэтому у нас такой эконом-вариант на пару дней. Зачем нам эта ручная кладь? Мы и так справились без нее. Дошли мы почти до Галатского моста и купили кукурузу. Я жареную, а Влад обычную. Ему жареная не зашла. Перекусываем. И вот с таким вот, посмотрите, видом. Сели прямо на пристани, да. Вот. Здесь кораблики. Красиво. Ой, пахнет здесь так морским воздухом. Вообще супер просто. Сейчас будем переплывать, переезжать, не знаю, переходить на ту сторону Босфора. В общем, мы решили плыть на другую сторону на пароме. Пешком шли, подземным метро через Босфор ехали, а теперь решили наземным по воде. Мы причем не знаем, куда мы приплывем, написано Кадыкёй, то есть это именно место, то, что нам нужно, но как оно там, какая-то, наверное, пристань, одна, будем по ходу надеяться. дела разбираться. Да. Смотрите, очередь на паром. Вот стоит паром, сейчас, наверное, все будут туда заходить. Стоимость парома на одного человека 50 лир. Это примерно 1 евро. Получается, на двоих мы заплатили 2 евро. Все, всех начинают пускать на паром. Я хочу на самое верхнее сесть, чтобы посмотреть на Босфор во всей красе. Ехать, плыть нам полчаса где-то. Вроде бы так показано Посмотрим. было. Либо следующий через полчаса прибывает, либо мы нам... Да, в общем, скажем вам попозже. Здесь такие вот нижние места, но мы пойдем наверх. Наверху, мне кажется, будет интереснее с ветерком. Так. И еще наверх можно. Это 2-й этаж. Оп. О, красота. Идем еще наверх. Так. Смотрите, как красиво. О, красота какая. Класс. Класс. Смотри, мечеть Сулеймания видна. Ох, качает, да, я думала, меня тут шатает, а это тут корабль качает. Можно не брать экскурсию по Босфору, а вот так вот переплыть с одной части Стамбула в другую на пароме. Это считается как общественный транспорт для турков. По приемлемой цене $1 билет, но ты плывешь с такой красотой, с такими видами. Aylarca seni bekledim, gittin sen hala gelmedin. Söz verdin döneceksin ya, zaman geçti gelmedin ya. Nerede kaldın ey güzel ya? Aylarca seni düşündüm, gözlerim seni aradı, sözlerin kalbimde Нам очень понравился Стамбул. Теперь я понимаю, почему многие туристы, которые сюда приезжают, они влюбляются в город с первого раза и посещают его еще не 1 и не 2 раза. Я уверена, мы сюда еще вернемся, а теперь отправляемся домой
к деткам, чтобы подарить им подарки, которые мы им везем со Стамбула. Yar yar güzel yar az kolların boynuma sar Gürbet elde geçti ömrüm Ne yaz gördüm ne bir bahar Ne yaz gördüm ne bir bahar В общем, мы уже дома, 12 часов ночи. Мы приехали уже домой. Устали, гудят ноги. Но усталость приятная. Все спят, мама спит, детки спят. Так что уже завтра будем показывать им подарочки, которые мы им привезли со Стамбула. А пока пока нас не было, мама ждала нас, приготовила. Ну-ка, отойди, Зая. Приготовила мамочка лазанью. Вот так вот ждала она нас. Вкусненькую лазанью. Влад уже там кушает. Давай в тарелочку наложим. Нет? Так что мама легла в нашу комнату, чтобы мы не разбудили Адриану. А мы с Владом будем тут на диване спать. В общем, завтра покажу эмоции детей на подарки. И, можно сказать, я с вами не прощаюсь, но через секунду наступит завтрашний день. Ну что, подарочки? Каждому подарочки, каждому подарочки, подарочки. Где наши подарочки? Так, Адриана любит у нас котиков, а Стамбул — это символ котиков. Да, там уважают. Там много-много-много котиков ходят по улице. И мы тебе купили подушечку котика. Так, и покажи так. О, подушечка котика. Красивый котик. Да. У тебя будет уже 2 котика, да? Так, Дима, не знали, что тебе, потому что там кроме котов, реально, там игрушки не Да. продаются. С тобой никакие. очень сложно было. Мы Там ходили вообще очень долго, игрушки не чтобы тебе продаются. найти. Браслеты всякие, ну ты же мальчик, поэтому мы тебе купили кота, но такого прикольного кота. Смешного, Гарфиль. Ну, прикольный. Такой. А, это будут друзья, это вот мама и папа. У Димы Мы спереди. думали, что тебе взять, мы реально не знали. Ну, у тебя реально Из очень браслетов мужских были все взрослые такие. Не, я тебе честно говорю, он очень Да, прикольный. а маленьких таких, они были для девочек. Мы решили, Милаша, а что- ты любишь у нас Что, я все люблю. в зеркала смотреться? Да. И ты самая взрослая, поэтому мы тебе зеркальце Стамбул купили. Вот посмотри, как оно переливается. Да, я Закрой. видела. Вот так вот. Вот, давай так покажем. Здесь мечеть и такие блесточки. Она розовая сзади, смотрите. Да. Такой прям такой цвет, вот такой, как я люблю. Спасибо. Мы что привет. купить? Так, Котик, еще котик, мы привезли Что-то зеленое. одну на всех, чтобы Да. всем нам вместе попробовать дубайский шоколад. А я пробовала уже, это очень вкусное. Дубайский, он разрисованный сверху, вот как дубайский. Сколько он похож? Это разрисовано будет, как Да. настоящий? Да. Настоящий дубайский шоколад только из Турции. Ну нормально, это дубайский шоколад из Турции. Так. Дубайский шоколад! Сладости купили вот такие. Это пахлава. Пахлама. Пахлава. Пахлава. Пахлава турецкая. Потом оно все в меде. А мне показалось. А вы такой десерт, как будто вам давали, помните, Да, что я да, 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 закидывала? да. Это они как раз дают. А я сначала С подумала, чаем. я подумала, что это рыба. Если Рахат лукум. Рахат лукум. О, Гранатовый это очень соус. вкусно, это очень вкусно. Я это когда-то пробовала, похоже. Это вкусняшки, Ади. Это желейки, Ади, такие. Дай котику попробовать. Ты хотела желейки? Ну вот такие турецкие желейки. Много специально. всего. Мама, это тебе. Ой, боже. Это Покажи. тебе турецкие сладости тоже. Классно, Ну, спасибо. ты подожди, так вот. Снять, показать. Покажи, Какую? А я их Какую показывала, да, эти сладости уже. Это мама повезет к себе. Да. Угостишь своих Я- подружек. Я тебе ударю. Да? Из Турции. Или сама можешь слушать. Я вообще. А, да. Так, это Маркус Диан. Самое вкусное еще
Это еще не все? Что может быть вкуснее дубайского шоколада? Еще не все. Что это? Которая весит почти 2 килограмма. Да, что это? Похвала, наверное, тоже. Это Сладости тоже. Это именно не такие упаковки, а которые человек делал На сам. развес. Сам. На Сам, да. развес Сколько человек вы сам сладостей сделал. принесли? Почти 3 килограмма у нас. сладостей. Да. Я думала, будет чуть-чуть, а это много. Это даже очень Мама не много. удержалась и открыла. Я- Она была запакована. я Мы открыла, решили чтобы продегустировать. показать. Вдруг невкусно. Надо было его А ты было замечать. пробовала? Мы кусочек отсюда откусили. Так это. Да. И я. Стоп, стойте. Я это очень хочу попробовать. Можно мы сейчас съедим по одному, умоляю? Види, кто- Надо их кто это резать. укусил? Это мы откусили, потому что не было ножика. Ножика Их не нужно было. резать рулетики, так как режешь. вот эти, да? Я очень хочу. Вот оно типа из этого. И я вот это тоже хочу пробовать. И вот это, и вот это, и вот это. И вот это хочу пробовать. Купили очень вкусный турецкий чай. О, да. Когда вы успели Чай. это все сделать? Это чай-порошок. Нам давали попробовать его. Это мы Берешь самый чуть-чуть- последний день, Да, да. берешь чуть-чуть порошка, туда его заливаешь кипятком, да, ну как чай. А порошок, он не просто порошок, он идет с листиками. О, Это идет роза. Роза, как вот у бабушки росла такая роза. Чайная роза. И Не гранат. запариваемся, да, гранат очень И гранат. вкусный. Сделаем чай. Очень вкусный. У них там такие вкусные чаи, что просто нужно обалдеть. И вот такие чаи. Смотрите. Это нам на раз... Они это- прямо целые бутоны. Ты выбираешь, цветов. где накладывают, а потом специальная машина так, ну, сжимает ее, чтобы Так тебе не вакуум, слышно, да. он нам давал Мгм. Вакуумируем. Да, там запах очень. Ну, если это, открыть, а как на это всю пить? Тут же квартиру. вся кружка будет в этих А вот это листьях. уже заваривать надо.